Всем привет! Начинаем новый стрим и начинаем его по хорошей традиции с рекламы. Итак, приветствую вас, дорогие друзья, на своем канале. С вами, как всегда, я, Винтерфелл. Сегодня у нас такой влог выходного дня. Охереть! Охереть! Это же уличная магия! Это же ты! Ты потом обрез монтируй. Я закрыла этим рукой, типа. Ну ладно, похуй тогда. Все видели уличную магию. Сейчас покажем еще уличную магию. Все, переходите по ссылочке, подписывайтесь на них и смотрите необычную инновационную кухню. А мы, короче, перекусываем и валим домой в клетню. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и писать комментарии, куда бы нам еще сходить. С вами был Винтерфелл. Всем спасибо за просмотр. Ну, в общем-то, как-то оно так. Не могу сказать, что канал прямо вот супер-пупер, но достаточно интересный, поэтому можно зайти подписаться. Не хотите подписываться, просто посмотрите, и вполне возможно он вам понравится. И вы примите решение сами подписаться на него. А может быть и не примете. Но лично я подписался. А почему нет? Для разнообразия посмотреть вполне себе можно. Ну а я пока немножко даже не знаю, как это и назвать. Какой-то виджет не загрузился. А какой я чего-то как-то немного и не пойму. Тик-тик-тик-тик-тик. Еще буквально пару секунд. Ну да ладно. Загрузится по ходу игры. Итак, первой темой, которая будет лично от меня, это тема укры и подсариоты. Комментарий. Не хочу сказать, что это прям больная какая-то тема, но ну что там говорить. Немного достает. Все знаете, вернее, не веду, начал вести свой дзен-канал и начал вести его с одной простой целью. Выйти на минимум, монетизировать и посмотреть, как сейчас там идет монетизация, сколько платят, за что платят, как оно платит и все тому подобное.
Когда весь этот дзен начался, выйти на 100, 200, 300 рублей в день было достаточно просто. Потом скатилось до 20-25 рублей в день. А потом просто-напросто начали блокировать любые пророссийские посты. Потом вроде сменился хозяин, и вот сейчас проверяем, изменилось ли что-то от смены хозяина. Но некоторые комментарии читать очень даже занимательно. Правда, делятся они все на две группы. На три. Первая группа не самая многочисленная, но они смотрят какое-нибудь видео, которые говорят на простом русском языке, простые русские люди, и потом пишут комментарии: ни хрена не понял или ни хрена не поняла. Ну, если человек дурак, это надолго. Тут я уже ничего сделать не смогу, да и не хочу. Если папа с мамой не научили, то я здесь при чем? Другая группа ищет какие-то мелочи и пытается к этим мелочам докопаться. Причем, если первая и третья группа подписаны, то есть Вася Попкин, Жора Жопкин и так далее и тому подобное, то эти какие-нибудь коробочки, молоточки, бубенчики, звездочки и всякое разное односложное. Кто не был на моем дзене, ссылка под видео есть. Это простой дубликат на 99% моей телеги. То есть в настройках можно сделать, привязать ваш телеграм-канал, телеграм-группу, привязать ее к своему дзену. Что напишите в телеге, что то же самое будет написано и в дзене. Пишу в телеге пост, например, Марии Захаровой. Двоеточие. И дальше тот пост, который написал Мария Захарова. В дзен это попадает не всегда. Иногда вот это самое имя двоеточие не попадает. И самое частое докапывалка до меня, почему я один пост пишу от мужского лица, другой пост пишу от женского. Поначалу пробовал этим самым дегенератам объяснить. Потом просто, смотрю, да, вот написано. Вот объяснение. А комментарий повторяется и повторяется. Ну, что тут поделать? По номеру 2 докапывать. А почему я пользуюсь запрещенным в России Инстаграмом? Почему я пользуюсь запрещенным в России Фейсбуком? А почему я не могу ими пользоваться? На этот вопрос никто не может ответить из подобных комментариев. Дальше идут какие-то тексты про то, что я полжизни проработал на Западе, вместо того, чтобы работать в России. Что тут можно сказать? Было бы неплохо, если бы я полжизни проработал на Западе. Или на Востоке. Или даже в Африке. В крайнем случае где-нибудь в Антарктиде. Хотя, если честно, зима-холода – это не то, что я очень люблю.
Написано на Дзене то, что все это не мои, а чужие посты. Написано. Доходит это? Нет, не доходит. И третий, так называемые патриотично настроенные комментаторы, как я их называю, поц-патриоты. Любой пост с комментарием на тему, что а вот можно было бы сделать так и этак, можно было бы провести, идет, да ты чё, посмотри, да ты сидишь там у себя на диване, а за тебя люди воруют. Спрашиваю, ты воюешь? Конкретно ты? Ну, кто его знает, может, человек в перерывах между боями сел в окопчике, достал смартфончик, пробежался по Дзену, написал пару-тройку сотен комментариев. Как правило, никто не отвечает, а дублирует этот комментарий под другим постом. Благо их там много, есть где прокомментировать. Что хочется сказать по этому поводу? Да, есть дебилы патриотично настроенные, есть дебилы патриотично настроенные к другой стране. Но разбираться, кто из них прав, кто из них не виноват, кто ближе, кто дальше, я лично не хочу. И я просто нажимаю кнопочку «Заблокировать» или «Заблокировать и пожаловаться», если дегенерат общается какой-нибудь не сильно приличной лексикой. Все, кто хочет пообщаться, поговорить, что-то обсудить без попадания на стрим, можете переходить по ссылкам в Телегу, Дзен, другие мои социальные сети, все под видео есть. И там уже писать комментарии. И вполне возможно, я вас не заблокирую, а с вами просто неплохо пообщаемся. Может быть. Некоторые пишут комментарии, вступают в долгие беседы, а потом расстраиваются. Вот мы столько с вами наговорили, а вы ничего из этого не озвучили в стриме. А не озвучил я это в стриме по той простой причине, чтобы озвучить вашу тему, ваш вопрос в стриме, нужно сделать одну простую вещь. Либо воспользоваться донатной ссылкой и написать свой вопрос там, либо подписаться на Бусти и в специально прикрепленном посту написать свой вопрос в комментарии. Хотите один, напишите один. Хотите 101, напишите 101. Но желательно разные. И вот тогда мы все это обсудим в стриме. Как-то оно так. Ну, про комментаторов вроде как закончил говорить. И поэтому переходим к вопросам, которые вы присылали. Ну а теперь небольшая музыкальная пауза. Добрый вечер! Поехали! As must keep dying down to heaven, cause it was about to love. По этому отрывку согласен, тяжело
какое-то впечатление сложить о том, какая музыка хорошая, плохая прозвучала. Но лично мне понравилось. Лично я с удовольствием ее послушал. А если она понравится вам, ну, мало ли что, то вы можете перейти как на этот ролик, ссылка в описании, так, собственно, на этот канал, где подобную музыку поют. А поют у нас там достаточно прикольно, достаточно хорошо. Поэтому мои... Ну и, в общем, я рекомендую туда зайти и подписаться. А сейчас донат стрим так и не хочет загрузиться. Даже не знаю, что и сделать тоже с этим. Вдруг кто сейчас донаты отправляет. Ну да ладно. Если донат придет, то я его тоже увижу, но не так, как вы. Сообщаю, что ВКонтакт и все его приложения, вроде почта ВКонтакте, почта Mail.ru, вернулись обратно в App Store. Вернулись по той простой причине, что ВКонтакт убедил компанию Apple, что все вот эти нападки, санкции, это не про них. Но в любом случае, те, кто хотел выкинуть свой iPhone 14 Pro на терабайт, может его оставить, а не покупать какой-нибудь андрофон. Только из-за того, что на андрофоне есть контакт, а на айфоне нет. К слову сказать, нормальные люди немножко лазят по настройкам и убирают разрешение удалять айфону приложение. И после этого пользуются так же, как и раньше. Но это нормальные люди. И таких, к сожалению, остается не так и много. Также вышло небольшой текстик, в котором обвинили военкоров, блогеров в том, что они плохие и позорят вооруженные силы Российской Федерации в контексте специальной войсковой операции. Был список нескольких военкоров, блогеров. Ну, через день, через два все это затихло и исчезло. Были прям такие гневные строчки, вплоть до расследования прокуратуры, Следственным комитетом, еще куча разных структур силовых. Но почему-то официальные аккаунты не подтвердили и не опровергли данную информацию. Отсюда я, пожалуй, смогу сделать небольшой вывод о том, что все это была обычная пена. Группа одних так называемых военкоров решила накинуться на группу других военкоров. Типа, давайте мы их сейчас напугаем, они немножко затихнут, а мы тем временем... А вот что они тем временем сделают? Ну, например, опубликуют чуть больше постов о том, что смотрите, ребята, а давайте мы еще скинемся на каски, бронежилеты, гаубицы, патроны, сапоги,
и прочее, так необходимое как мобикам, так и военным. И что-то мне подсказывает, что эти деньги пойдут на объявленные цели, ну, скорее всего, в каком-то неполном объеме. Может быть, будет так, может быть, будет как-то по-другому. Но некоторые названные блогеры слегка удивились, а почему именно они и где, в каком месте они дискредитировали вооруженные силы Российской Федерации. То, что сейчас, на данный момент, число военкоров резко выросло, это совсем не означает то, что эти самые персонажи являются военными корреспондентами, где-то воюют, где-то ездят, где-то что-то смотрят. Нет, они, конечно, ездят, смотрят. Но, как правило, ездят и смотрят они где-нибудь в Москве, Питере, в Нижнем, еще в каком-нибудь городе, где, если и стреляют, то совсем не украинские подходящие вооруженные силы. Да и стреляют, если честно, не так часто, как об этом рассказывают военкоры. Если бы Павлик Дуров сделал бы какую-нибудь приблуду, например, я пишу пост, и в автомата появляется метка. Этот пост написан в городе таком-то, области такой-то. И если бы это нововведение нельзя было бы удалить, то число военных блогеров, военных корреспондентов не просто в разы уменьшилось, а осталось бы человек, ну, вместо сотни, 2-3. И все. А остальным пришлось бы писать, вот лично мне сообщают с места проведения специальной войсковой операции, что там происходит то-то и то-то, а не как вам говорят про это и это. Вот как-то вот оно вот так. Но, к счастью, Павлик Дуров занят поиском дырок в WhatsApp, и ничего такого Павлик нам не сделает. Даже если бы и смог. Денег эта функция не принесет, а деньги очень нужны. Даже Павлику. Также сообщают, что Гиркин уехал воевать. Сначала опубликовали фотографию, где Гиркин в камуфляже с девочкой стоят, прощаются, улыбаются. Через пару дней появилась фотография, где Гиркин прям вот на поле боя. Через пару дней выяснилось, что поле боя находится в Ростовской области, и к месту специальной войсковой операции не сильно относится. После этого появились посты о том, что Гиркин собирает отряд добровольцев, чтобы прям вот этим отрядом зачистить остатки Украины от фашистских захватчиков. Так оно или не так, я не знаю. Проводить какие-то расследования по поводу Гиркина не хочу и не буду. Считаю ли я Гиркина каким-то стратегом, тактиком, военным? Нет, не считаю. Если бы он был таким, как он сам себя описывает, то по какой такой причине он просто взял и свалил оттуда? Зачем? И почему? Лично я на Гиркина ни в каких местах не подписан. Его пустой бред не слушаю. Он мне не нравится.
И поэтому, если вдруг кто-то слушает, читает и тому подобное, сообщите мне. Лучше ссылочку киньте. Можно бесплатно, в обычных комментариях, где Гиркин объясняет, почему он оттуда свалил. И зачем он сейчас поехал туда. Лично я не знаю, и по большому счету и знать-то не сильно хочу. Ну, так, просто для полной картины, почему бы и нет. Павлик Дуров заявил, что WhatsApp пользуются только не сильно умные люди, потому что WhatsApp это дыра на дыре. Вслед за ним появился Цукерберг, глава Меты, который принадлежат запрещенные в России, Фейсбуке, Инстаграму. И Цукерберг накинулся уже не на Дурова, а накинулся на iMessage. И сказал, что iMessage тоже не сильно удобная, не сильно цельная система для общения. Ну, в принципе, если Дуров говорит для всех дурограмщиков, то верить ему или не верить – ваше личное дело. Цукерберг говорит то же самое, но для людей, которые пользуются Фейсбуком, всякими мессенджерами и прочими на базе всей этой системы. Ни для кого не секрет, а для кого еще секрет, Яндекс помощь. Посмотрите, как упала капитализация Меты после наложения на нее блокировок. Под блокировками я имею в виду то, что данные системы заблокировали в России. Миллиарды, триллионы стоило и 400 миллионов по последним оценкам. А что надо, чтобы сделать, чтобы обратно увеличить количество денежек? Привлечь новых лохов, число которых будет увеличивать активность, показатели, из которых можно будет брать денежки за размещение какой-либо рекламы. Если бы появился какой-нибудь мессенджер, который просто, ну, например, назывался дыра дырой, которым никто не пользовался, и который просто, ну, любой человек, прошедший школьные курсы информатики, первый и второй уроки, мог бы запросто сломать. Кто-нибудь бы из Дуровых, Цукербергов начал бы говорить, что не надо пользоваться этой ерундой, потому что, ну, вас взломают. Нет. Нужно бросить камень в огород кого-то с людьми. Потому что вдруг какая-то часть людей поверит и перейдет с WhatsApp в Telegram, с iMessage в WhatsApp, с Viber еще куда-нибудь. Это будет просто здорово. Чем больше людей, тем больше показателей, тем больше показателей, тем больше денег. А если честно, деньги – это единственное, что волнует таких людей, как Дуров и Цукерберг. Ну, как-то оно так. Мне интересна вот такая вот фишка. В том же Дурограме появились так называемые рекламные посты. Это когда вы читаете какой-то пост, и какой-то канал, и в самое последнее сообщение в этом канале, который не булькает, это 2-3 строчки какой-нибудь, не знаю, какое-нибудь предложение пройти курсы,
почему-то прям такому сильно модному. Купить недвижимость где-то там, что-то еще, что потребует от вас какого-то вливания денег. Кто-то реально этим пользовался, и какой выход с этого был? Просто незаметность этих постов, нет, они, да, бросаются в глаза, их видно. Но, например, если я читаю какой-то канал, а я его дураграм каждый день, по часу, по два за ним провожу. Вот я читаю, вижу. Переходить там по какой-то ссылке, кликать на какого-то бота, да нафига. Я даже не читаю, что там написано. Я вижу, что это рекламный канал, и перехожу на следующий. То, что там написано, меня вообще никак не беспокоит, не волнует. На мой взгляд, есть куча какой-то рекламы, на которую люди стараются не обращать внимания. А есть куча рекламы, на которую вообще никто не обращает внимания. И в данный момент Дуров показывает себя как человек, который ни хрена не понимает в рекламе и собирается брать деньги за что? Чтобы твой рекламный пост кто-то увидел и прошел дальше, не обратив на него никакого внимания. Сдается мне, Павлик в этом плане сдуется. Ну, как говорится, хрен с ним, с Дуровым. Глава профильной комиссии Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что обратится в силовые ведомства с предложением рассмотреть возможность блокировки Ютуба в России. Случилось данное заявление после того, как был заблокирован канал Совета Федерации. На следующий день появились куча высказываний различных людей, которые заявили, что никакой блокировки Ютуба в ближайшее время не светит. По той простой причине, что а зачем? Нашлись, правда, такие люди, которые заявили, вот смотрите, китайцы заблокировали Google, заблокировали YouTube и живут нормально. Но китайцы перед тем, как заблокировать Google и заблокировать YouTube, сделали свой Google и свой YouTube. Время от времени мне попадаются видео на данные сервисы. Если китайским Гуглом я пользоваться не хочу, Яндекс хватает. То посмотреть видео на китайском сервисе, а почему нет, вполне себе достойно. Ну, по крайней мере, зависаний как на Рутубе ни разу не было. Комментарий написать запросто. В настройки не вникал, не вдавался по той простой причине, что я не планирую со своим стримом выходить на азиатский рынок. Да, я добавляю субтитры на английском языке вот к этому стриму. Но добавлять субтитры на китайском языке я не хочу. Не потому, что я не говорю ничего интересного для китайских товарищей, а просто не хочу. Зачем? Ну да ладно. Ну и, собственно, и все. Вопросы закончились, и переходим к киносериальной части.
Сегодня будем говорить про корейское кино, а точнее сказать про кино «Киллер-хранитель». Сюжет достаточно простой. Есть дядька, который то ли был, то ли еще является одним из крутых корейских киллеров. И стреляет, и дерется прям вот, ну, практически Хонгильдон, если вы понимаете, о чем я говорю. Прыгает, бегает, то да сё. Женат на молодой красивой девочке. И эта молодая красивая девочка уезжает с подругой в отпуск и ставит буквально за день до своего отъезда перед фактом, что, дружище, вот я с подругой уезжаю отдыхать, а ты, ну, присмотри за дочкой подруги. Дочке 17 лет, возраст такой переходный. Надо накормить, напоить, из школы привезти, в школу отвезти. Короче, сам знаешь, справишься, мужичонка крепкий. Ну, товарищ киллер не сильно любит детей, но деваться некуда, жену все-таки любит, поэтому пошел и согласился. Встретил девочку после школы, посадил ее в машину. Да, типа, а ничего, если я переночую у подруги? Да не вопрос на тебе. Пару бумажек китайских тугриков. Если вдруг что захочешь купить, купи. Если что не захочешь, что надо будет, позвони. Ну и как-то оно так. И уезжает с чистой совестью домой спать. Ночью звонок, типа туда-сюда, помогите, спасите, хулиганы зрения лишают. И выясняется через некоторое время, что данную девочку захотел крутой заказчик, по велению которого ее похитили и повезли продавать ему притон. И тут начинается самое интересное. Нашли одного, побили, нашли другого, прибили, нашли третьего, постреляли и тоже прибили. Крутые телохранители с мега острыми, мега прочными ножами. Прыжки с 5-го этажа. Продажные полицейские. Одним словом, дальше смотреть интересно. Это обычное корейское кино, где дерутся, стреляют и все такое прочее. И под конец идет интересная развязка. Оказывается, мадам, которая предложила заказчику эту самую школьницу, является приемной матерью этой самой школьницы. Заказчик – верховный судья, вернее, человек, который скоро станет верховным судьей. И просто, ну, как тут что-то сделать? Ну, в принципе, что там делать? Всех убить, всех застрелить. И в самом конце выясняется, что все это была хитро придуманная операция жены киллера и самого киллера. То есть нужно было спасти девочку от преступников и все такое прочее, а заодно и всех наказать и покарать. Не скажу, что я являюсь каким-то поклонником корейского кино, но в данном случае сняли хорошо, драки поставлены красиво. Да, как я уже говорил ранее, не выглядит правдоподобно, когда человек бьет человека, тот вылетает спиной вперед в окно, падает с 5-го этажа, там отряхивается и слегка прихрамывая убегает, садится в машину и уезжает. Ну ладно бы упал куда-то в мусорку, в сток сена, еще куда-нибудь. Не исключено, что мог бы остаться живым, целым и невредимым. Но тут без разницы, кто куда падает.
В любом случае, смотреть рекомендую. Просто посмотреть и отдохнуть. Ну а тем временем стрим заканчивается. Больше ничего интересного ни поговорить, ни пообсуждать у меня нету. Комментарии тоже никто не написал. Поэтому всем пока. Увидимся мы с вами. Сейчас я вам скажу, когда. Достаточно скоро. А точнее даже сказать 24 числа, то есть в понедельник. Через 4 дня. Поэтому всем пока. Пишем вопросы, пожелания, все тому подобное. Подписываемся на Бусти, воспользуемся донатной ссылкой. Ну и, наверное, следующий стрим будет тоже немного интересно. Ну, собственно, и все. Всем пока.